Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Я приветствую вас на моем канале «Частное мнение русского немца». Мы сегодня поговорим о влоге Татьяны Алексеевой, там где она рассказала, что сыночек не хочет домой из детского садика. Ну а в первых минутах этого ролика я хочу вас попросить подписаться на меня, если это возможно. Если это невозможно, значит вы на меня уже подписаны. Ну, конечно, поставить лайк, написать комментарий, поделиться этим обзором. Ну и, конечно, нажать на колокольчик не забыть. Татьяна Алексеева теперь полностью приземлилась в Сибири. Теперь она знает, что такое морозко и что такое, когда снег под ногами хрустит. Я хочу вас теперь спросить, а кто такой морозко, как Татьяна Алексеева говорит? Потому что я это с детства моего еще помню, что Морозко это герой русских сказок. И в какой сказке это было? Это было в сказке Морозко. Там была падчерица и другая доченька, любимая доченька. Падчерицу звали Настенька, а дочку от бабки звали Марфушенька-душенька. Татьяне Алексеевой посчастливилось встретить Морозко на улице. Интересно, чем он ее одарил? Он ее одарил подарками как Настеньки или как-то Марфушеньки-душеньки? Да, теперь я еще и вспомнил детские сказки. А вот я не понимаю, почему Татьяна Алексеева этих сказок не знает. Да, у нее вроде русская душа, но она не знает такие сказки русские. Русское творчество она не знает. Пора бы знать такие сказки. А интересно, она знает народную литературу русскую или народные русские сказки? Или читает она сказки своим детям или нет? Как вы думаете? Напишите в комментариях. Но потом она сказала, что лучше такая зимняя погода, где сильный мороз. Она сказала не мороз, она сказала морозко, чем немецкая слякоть. Но знаете, мне кажется, Татьяна Алексеева даже в Германии не везде была. А в России она, наверное, сейчас вот поездила, пока она искала, куда приземлиться. А после этого, как она сейчас приземлится, больше она никуда не поедет. И знаете, чем мне еще нравится немецкая слякоть? Как со слов Татьяны Алексеевой. Она мне нравится тем, что не надо одеваться как луковица. А в России это немножко по-другому называется. Это называется как капуста одеваться. И что, знаете, интересно стало. Сейчас я посмотрел, Татьяна Алексеева тоже стала разговаривать с кошками. Вы знаете, как-то интересно все это становится. Люди, которые переезжают в Россию, становятся такими вежливыми кошкам и собакам. Начинают с ними разговаривать. Ну, наверное, чего-то не хватает. Приходится с собаками и кошками разговаривать. Или, как некоторые люди, с индюками разговаривают. Я напомню, имя его Влад. Но потом Татьяна Алексеева опять была недовольна. Ну, как всегда, опять была недовольна. Хурма вяжет. Ну, знаете, Татьяне Алексеевне надо одно объяснить. Она живет в Сибири. И она уже должна сказать спасибо, что у них продается хурма. И она должна всем поставщикам сказать спасибо, что они еще что-то поставляют. Хотя ведется война. И вы знаете, она смеется очень своеобразно. Мне уже это и в комментариях говорили и писали, но я это как-то не замечал. А когда я посмотрел этот влог Татьяны Алексеевой, я это заметил, как вот она смеется. А сейчас я хочу рассказать немножко о Тюмени. Интересные вещи. Потому что Татьяна Алексеева, она очень много рассказывает, но про историю или что-то про Тюмень она вообще ничего не говорит. Я решил восполнить этот пробел и немножко рассказать вам интересные вещи, которые я нашел в интернете про Тюмень. Первый факт. Тюмень раньше была, или раньше про Тюмень говорили, что это
Столица деревень. Ну а если ты скажешь, почему вы это не лучше сделали, почему вы это так сделали в Тюмени, то вам каждый ответит: раньше это было намного хуже. А теперь девиз у Тюмени. Тюмень — это самый хороший город во всем мире. Столица, как все тюменцы говорят. А вы знали, что в Тюмени 4-уровневая набережная? Конечно, очень дорогая. Много гранита, много мрамора. Очень дорогая. Знаете, на набережной на 4-м уровне ночные фонари горят через один. Наверное, набережная очень дорогая была для города Тюмень. Поэтому горят через один. Никаких зеленых насаждений. Кому интересно, ссылочку на источник информации оставлю в описании. К чему я это все рассказал? Я это рассказал к тому, знает про это все Татьяна Алексеева или нет. Напишите в комментариях, как вы думаете. Вот напишите в комментариях, почему Татьяна Алексеева выбрала Тюмень, хотя в Тюмени столько минусов. Например, погода. Например, проблемы с экологией, например. Детям нужен витамин D, а он вырабатывается на солнце. Так что детям надо было бы остаться на юге, а она уехала на север, в Тюмень. Да и вопрос стоит, почему она переехала в Тюмень? Она же всю Россию проехала. Почему она остановилась на Тюмени? Ну а теперь я с вами попрощаюсь, скажу всего хорошего, подписывайтесь на меня, ставьте лайки, пишите комментарии, ну и конечно делитесь этим роликом, ну и не забудьте на колокольчик нажать.